Сколько раз перед очередным космическим путешествием мы любовались ночным небом. Сделаем это еще раз. Оно, как обычно, потрясающе красиво. Звезды светят на своих местах яркими огоньками. Туманности загадочно мерцают. Планеты скользят по небу. Все как всегда. Каждый раз, когда мы видим, к примеру, Юпитер, это тот старый надежный газовый гигант, что и раньше. На самом деле Солнечная система меняется. Возьмем опять же Юпитер. В 1992 году газовый гигант своей гравитацией разрушил комету Шумейкера-Леви-9, а 2 года спустя 21 фрагмент кометы врезался уже в него. Фейерверк был впечатляющим и привел к образованию на вершинах полосатых облаков Юпитера множество огромных пятен. Астрономы с тех пор наблюдали еще немало столкновений комет или их обломков с Юпитером. Однако это не те события, которые кардинально меняют Солнечную систему. В целом наш мир как бы запрограммирован на стабильность, пока светит Солнце. Но если что-то пойдет не так, однажды вернувшись после далекого космического путешествия, мы можем не узнать родной дом или вообще не найдем его на своем месте. Давайте разберемся, в каких ситуациях это может произойти. Если магнитное поле Земли перевернется, приближаясь к родной планете, космические путешественники увидят Землю прежней. Но какие впечатления их ждут после приземления? Позже мы об этом узнаем, а пока немного о сути изменения. Смена полюсов считается реальной для Земли. Многие признаки говорят о том, что природные силы уже вовсю готовятся к подобной инверсии. Так, в июне 2022 года магнитное поле Земли треснуло. Мощный солнечный ветер хлынул через дыру, создав сильную геомагнитную бурю. Это вызвало потрясающее полярное сияние на всей планете. Люди фотографировали их и выкладывали в соцсети. Через 14 часов дыра закрылась, никак не отразившись на нашей жизни. И только яркие фото позже напоминали о магнитном разрыве. Ученые говорят, что такие трещины – нормальное явление. Наш магнитный экран, вопреки распространенному мнению, не похож на сплошной зонд. Он скорее как дом с открытым окном во время грозы. От потопа защитит, но диван может намочить. Магнитное поле принимает на себя основной удар космических ливней, пропуская лишь их капли. Но есть проблема. Раньше трещины открывались и закрывались за минуты. Теперь они образуются чаще, а затягиваются часами. С магнитным полем вообще происходит нечто странное. Оно изгибается, наклоняется, образует энергетические хвосты и вообще пустилось в некое путешествие. Северный магнитный полюс смещается с территории Канады в сторону Сибири. Раньше он проходил 15 километров в год, а сейчас, как показали измерения спутника СВАРМ, преодолевает 55 километров. В целом, с 1831 года магнитный Северный полюс переместился на 2300 километров. Магнитное поле, кроме того, меняет наклон. По данным НАСА, на обращенной к Солнцу стороне Земли оно сжимается из-за постоянной бомбардировки солнечным ветром и таких бурь, истончающих магнитную оболочку, с каждым годом становится все больше. В целом, на дневной стороне магнитосфера простирается на расстояние примерно в 6-10 раз больше радиуса Земли, а ее ночная часть вытягивается в огромный хвост, длина которого все время колеблется. Этот своеобразный шлейф может измеряться сотнями земных радиусов и выходить далеко за орбиту Луны. В районе Африки вообще происходит нечто невероятное. Неведомая сила рассеивает магнитное поле на огромные территории от Чили до Зимбабве. Здесь оно в 3 раза слабее, чем на других участках. Астронавты на Международной космической станции сообщили, что видели в районе аномалии большее количество ярких вспышек света. Вероятно, огни, вызванные космическими лучами высокой энергии, которая не может сдержать ослабленное поле региона. Таких вспышек становится все больше.
Ученые склоняются к мысли, что аномальная область уменьшает напряженность всего магнитного поля Земли. В Европейском космическом агентстве заявили, что в среднем за 200 лет магнитное поле планеты потеряло 9% своей силы. Если так будет продолжаться, через какое-то время оно перевернется и полюса поменяются местами. Звучит это как-то жутко и непонятно. Все вокруг полетит вверх тормашками? Землю начнет крутить как волчок или даже выбросит с орбиты? Эксперты успокаивают. Наш мир от смены полюсов не погибнет. За долгую историю планеты это уже случалось, что подтверждает анализ реликтов прошлого. Исследования показали, что за 160 миллионов лет магнитные север и юг менялись местами около сотни раз. Следы последнего переворота обнаружены в отложениях, образованных около 780 тысяч лет назад. Хотя все вроде не трагично, глобальная магнитная перестройка обязательно оставит на Земле свой след. Сильный солнечный ветер, который хлынет на Землю, при взаимодействии с атмосферой может привести к изменению ее химического состава и физических свойств. Вероятно, это скажется на климате, и вымрут многие виды животных. Все будет происходить в настоящем аду. Землю ждут небывалые тектонические подвижки, сопровождаемые безумными землетрясениями, извержениями вулканов, цунами. На несколько лет планету может накрыть ядерная зима. По одной из гипотез, динозавры вымерли именно во время очередной смены полюсов. Но вот повторят ли люди участь древних ящеров? Повышенная радиация приведет к огромной вспышке сердечных, тяжелых форм онкологических заболеваний, особенно рака кожи. Затем к ним прибавятся генетические проблемы. На свет начнут появляться слабые, неизлечимо больные дети. Количество жителей планеты постепенно сократится до нескольких тысяч. И хотя из космоса Земля будет выглядеть все такой же, по возвращению из далекого путешествия мы почти не найдем на ней людей. Если у Земли появятся кольца, как у Сатурна, из космоса мы сможем любоваться новым потрясающим видом родной планеты. Каким может оказаться ожерелье планеты? Если взять за сравнение Сатурн, его яркие кольца почти полностью состоят из кусочков льда и имеют ширину в десятки тысяч километров. Эти изумительные объекты очаровывают людей с тех пор, как Галилей открыл их в 1610 году, и можно предположить, что такими же будут кольца у Земли. Ученые рассмотрели вариант Земли с кольцами, как у Сатурна. Один в один, конечно, эти великолепные структуры у обеих планет друг друга ни при каких условиях не повторят. Кольца Земли не могут быть замороженными. Наша планета находится гораздо ближе к Солнцу, поэтому ее опояшет структура из камня. Тем не менее, такие кольца все равно будут светиться в небе. Это хорошо демонстрирует Луна. Ее покрывает в большинстве своем серый мелкий камень – реголит, а поверхность отражает лишь около 12% падающего света. Но это не мешает Луне сиять по ночам. Астрофизик Калеб Шарф из Колумбийского университета даже подсчитал яркость гипотетических земных колец. Примерно 1300 Вт солнечного света на квадратный метр попадает в верхнюю часть атмосферы Земли. Если кольца будут отражать хотя бы 10% падающего света, то каждый квадратный метр засветится как 130-ваттная лампочка. Наиболее оптимальное место для образования подобных структур находится вокруг экватора Земли, поэтому их внешний вид будет зависеть от широты. Например, около экватора они походили бы на тонкую линию, восходящую прямо над горизонтом. В то же время кольца возле полярного круга выглядели бы как горб на горизонте, а в более умеренных широтах они будут подобны гигантским аркам, напоминающим радугу. Также ученые задались вопросом, насколько близко к Земле могут оказаться кольца и станут ли они мешать самолетам. Расчеты показали, что наша планета будет опоясана где-то над термосферой, высота которой достигает 1000 километров. Коммерческие самолеты обычно поднимаются где-то на 11 километров над Землей, так что тут никаких неудобств не возникнет.
Спутники и космические аппараты тоже сумеют двигаться под ними по орбите. Международная космическая станция, например, вращается на высоте около 400 километров над поверхностью Земли. А вот орбита геостационарных спутников находится на высоте 35 786 километров над поверхностью Земли, то есть выйдет за внешний радиус колец. Они будут рассеивать любые радиосигналы со спутников и космических кораблей на экваториальных орбитах и еще станут помехой для наблюдения астрономов, затрудняя обзор ночного неба. Нам также интересно выяснить, какое количество колец будет у Земли, а это уж зависит от того, сколько пастухов заведет наша планета. Не удивляйтесь, так астрономы называют маленькие спутники, которые очищают промежутки между кольцами и помогают удерживать частицы внутри них. Кольца Сатурна обладают несколькими спутниками-пастухами. В то же время, поскольку наша Луна большая, вряд ли кольца Земли окажутся долговечными. Гравитационное воздействие нашего спутника может разрушить красочные объекты, а пока Земля останется опоясанной, мы будем наблюдать немало странных явлений. Овальные тени от колец станут передвигаться по планете в течение суток. Летом в северном и зимой в южном полушарии они окажутся особенно большими. Из-за этого зимы в обоих полушариях могут оказаться холоднее и суровее, чем сейчас. В то же время слияние колец должно увеличить общее количество света, получаемого Землей. Это поможет уравновесить температурный сдвиг. Такой получается модель, если брать в пример Сатурн. Но это газовый гигант. А могут ли обзавестись кольцами каменистые миры? В одной из теорий астрономы утверждают, что спутник Марса Фобос когда-то мог существовать в виде колец. Затем, под воздействием гравитации Красной планеты, из них сформировался спутник. Сейчас Фобос очень медленно приближается к Марсу, и через миллионы лет гравитация планеты, возможно, снова разорвет его на маленькие части. Тогда обломки с большой долей вероятности образуют новые кольца. И это еще не самое удивительное. Некоторые исследователи предполагают, что у Земли тоже были кольца. Наша планета зародилась около 4,5 миллиардов лет назад, а Луна – немного позже. По одной из гипотез, наш спутник образовался после столкновения двух протопланет – Земли и Теи, размером с Марс. А в результате удара вокруг Земли образовалось кольцо из обломков, которые в конечном итоге слиплись в Луну. К слову, в те времена как раз Сатурн, вероятно, и не украшали великолепные кольца. Согласно новой модели, возраст всей кольцевой системы вместе Сатурна составляет менее 100 миллионов лет. Таким образом, они являются ровесниками динозавров. Только древние ящеры, конечно, не любовались в небе звездами или планетами. Если бы люди жили в те доисторические времена, то видели бы в телескопы Сатурн просто как довольно тусклый желтый шар. И, возможно, постепенно фиксировали бы, как вокруг него формируются сияющие кольца. Если Земля переедет в центр Млечного Пути, наша жизнь станет более яркой и оживленной. Ночное небо там сплошь усеяно огоньками звезд, поскольку это самый густонаселенный регион галактики. В ее сердце все кипит и бурлит, как в огромном мегаполисе. И кажется, неплохо бы побывать в таком красочном месте, где жизнь бьет ключом. Только вот надо обладать невероятным везением, чтобы там выжить. Но обо всем по порядку. До центра галактики от нашего рукава Ориона очень далеко – 25 800 световых лет. При нынешних скоростях космических кораблей туда пришлось бы добираться тысячелетиями. Однако представим, что мы смогли отправиться на главную галактическую тусовку быстрее скорости света, причем всей Землей. Ученые называют такой тур мегаэкстремальным. По мере приближения к центру Млечного Пути кольцо светил начнет сжиматься вокруг нас все сильнее. Огромное количество звезд окажутся от Земли на расстоянии световых недель, а не лет, как сейчас. Эта область настолько плотно упакована, что миллион звезд втиснуты в пространство, эквивалентное расстояние между Солнцем и Альфой Центавра,
в 4,3 световых года. Великолепное зрелище. Но смертельные опасности будут подстерегать нас в том ярком регионе буквально на каждом шагу. Прежде всего, магнитосфера Земли больше не защитит нас от ужасной радиации, летящей со всех сторон от многочисленных звезд. Впрочем, если надежно прикрыть планету искусственным магнитным зонтом, можно этой опасности избежать. Конечно, подальше от взрывов сверхновых и столкновения звезд. Когда цель будет уже близко, то мы угодим в лапы сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой. Этот монстр поджидает добычу в самом центре галактики и уже на расстоянии 20 миллиардов километров затягивает все внутрь себя безумной гравитацией. Мы мчались бы к дыре с невероятной скоростью 25 миллионов километров в час в плотной пелене смога и обломков звезд. Один из них, вероятно, разнес бы Землю на куски еще до поглощения черной дырой. И мы вряд ли успели бы даже как следует рассмотреть центральный мегаполис Млечного Пути. А там, среди пыли и звезд, скрывается такое, что в реальности кажется невозможным. И радиотелескоп нового поколения Миркет, расположенный в Южной Африке, уже раскрыл нам некоторые тайны. Например, странный объект, напоминающий комету с ярким хвостом. Но это не комета, а нечто пока неизвестное астрономам. Рядом также виден таинственный хвостатый радиоисточник. Вероятно, он движется с экстремально высокой скоростью, а потому оставляет за собой след. Здесь же из черной дыры торчит загадочная мини-спираль. По мнению ученых, это может быть поток ионизированных газов, льющихся в космос из глубины Стрельца-А со звездочкой. А как вам гигантские магнитные щупальца, которые тянутся из ядра Млечного Пути на 150 световых лет? Не хотелось бы попасть в их ужасные тиски. Если рассмотреть щупальца внимательнее, то становится видно, что их структура похожа на нити. Они расположены парами или группами, подобно струнам арфы. Нити отделены друг от друга примерно на 1 астрономическую единицу, как Земля от Солнца. Эти своеобразные космические провода пронизаны электронами, ускоренными почти до скорости света. Таких невероятных структур и явлений в центре галактики очень много. Жаль, что у Земли практически нет шансов благополучно переехать в столь фантастическое место. Ну а мы, космические путешественники, не обнаружим Землю на своем месте. Если же нам оставят каким-то образом весточку о переселении родной планеты, то, наверное, отправятся за ней вдогонку. Хотя вряд ли это увенчается успехом. Скорее всего, мы найдем только обломки Земли после столкновения с каким-то небесным телом или другого катаклизма. Либо джет, который вырвется из нутра черной дыры, вызовет в сердце тоску. Кто знает, а вдруг это последние атомы нашего уникального мира устроили в небе прощальный фейерверк. Если черная дыра столкнется с Землей, казалось бы, все наверняка окажется еще более трагичным. Мы знаем, что черные дыры своей безумной гравитацией безжалостно расправляются со всем, что попадается на пути. Гибель нашей планеты тогда неизбежна, и космические путешественники по возвращению домой также найдут пустоту на месте родного мира, или даже сами попадут в смертельный капкан монстра, если он притаится на месте Земли. Но в последнее время ученые предполагают, что не все подобные столкновения смертельны. Судьба Земли будет зависеть от массы противника. Мы привыкли к тому, что черные дыры – самые массивные и могучие объекты в космосе. Но по мере исследований астрофизики склоняются к мнению, что среди них есть миниатюрные и даже нано-дырочки. Правда, в любом случае их масса будет впечатляющей. Столкнувшись с нашей планетой, такая монетка за минуту пробьет ее насквозь. Если подобное случится, ученые смогут опознать события по сферическим волнам, возникшим в недрах Земли. Они будут отличаться от сейсмических волн обычных землетрясений, и современные приборы выделят уникальный сигнал. Также мини-дыра оставит после себя длинную трубу сильно поврежденного радиацией материала.
Все это звучит достаточно зловеще. Но катаклизмов после подобного столкновения не случится. Результатом станет лишь сейсмическая волна, причем не самая мощная. Она распространится по всей поверхности планеты и вызовет землетрясение магнитудой не выше 4 баллов. В их эпицентре у вас лишь могут вздрогнуть стекла окон, задрожат здания, но разрушений, скорее всего, удастся избежать. Исследователи считают, что подобные встречи уже были в истории Земли. По некоторым подсчетам, миниатюрные черные дыры врезаются в нашу планету примерно раз в 10 миллионов лет. Но напрямую это в настоящее время не подтверждено. Пока астрономам удалось обнаружить лишь их столкновение с Солнцем. Во время подобных ДТП светило начинает слегка вибрировать на ультразвуковых частотах. Все окажется мрачнее при столкновении с гигантской черной дырой в миллион раз массивнее Солнца. Мы заподозрили бы неладное еще при приближении монстра к Солнечной системе на 1000 световых лет. После у нас останется несколько тысяч лет, чтобы подготовиться к ее прибытию. По прошествии этого времени черная дыра ворвется в наш мир и перекусит Солнцем, на время удовлетворив свой неуемный аппетит. Правда, люди не увидят жестокой расправы над своим светилом, потому что еще раньше станут жертвами монстра. Приблизившись к Земле на световой год, черная дыра разорвет нашу планету на куски, а потом поглотит. Та же участь ожидает и другие планеты. Но все может сложиться иначе. По словам исследователей из университета штата Огайо, мы можем даже не заметить, что нас поедает черная дыра. Ученые математически обосновали, что внутри такого объекта планета существовала бы точно так же, как и вне него. Впрочем, эта невероятная теория больше пока ничем не обоснована. Да и нас не радует перспектива оказаться в чреве черной дыры, пусть целыми и невредимыми. Но существует ли в реальности угроза стать жертвой ужасного небесного тела? Пока ближе всех к нам, на расстоянии 3000 световых лет от Земли, находится монстр V616 Mon, созвездие Единорога. Ученые утверждают, что он никогда не сможет поймать в гравитационный капкан Солнечную систему. Для этого нужно, чтобы объект приблизился к Земле не менее чем на несколько десятков световых лет. Впрочем, если дыра окажется чуть дальше, нам все равно не сдобровать. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами. А при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой. Ну или выбросит в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Только в пределах досягаемости до Солнечной системы никаких черных монстров тоже не обнаружено. Тут бы спокойно выдохнуть, убедившись, что опасность от черных дыр нам не грозит. На самом деле расслабляться не стоит. Некоторые монстры имеют привычку блуждать по галактике. Астрономы считают, что в Млечном Пути существует около 2000 подобных скиталищ. Скорее всего, их вытолкнул с насиженных мест бурный процесс слияния галактик. Такую гипотезу выдвинули ученые из Центра астрономии и астрофизики Йельского университета. И можно предположить, что какой-то из черных изгоев однажды решит заглянуть к Солнцу на огонек. Чтобы определить степень угрозы, ученые провели космологическое моделирование. Они изучили динамику поведения блуждающих черных дыр в Млечном Пути. Получилось, что шансы появления одной из них возле нашей звездной системы не больше, чем 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной – 13 799 миллиардов лет. Так что вряд ли смертельный гость когда-либо посетит наш мир. Если в Солнечной системе появится еще одна планета, может, все пойдет более мирно, или даже новый сосед принесет нам какие-то бонусы. Ученые из Калифорнийского университета смоделировали ситуацию. В своей симуляции они использовали вариант, когда между Марсом и Юпитером появилась суперземля.
Это каменистая планета, которая по массе значительно превышает нашу, но уступает газовым гигантам. Выбор астрофизиков остановился на суперземле не случайно. Подсказку дали миссии НАСА по охоте за экзопланетами, такие как Кеплер и транзитный спутник для исследования подобных небесных тел. Наблюдения показали, что суперземли, на удивление, распространены в Млечном Пути. Они составляют треть всех известных в нашей галактике планет. Солнечная система – практически исключение из общего правила. У нас нет суперземли, хотя подходящее место для нее существует между Марсом и Юпитером – поясе астероидов. Оно составляет 550 миллионов километров, так что планета прямо просится на этот каменистый пустырь. И она, по некоторым теориям, там была. Речь идет о гипотетической планете Фаэтон, которая в незапамятные времена распалась и образовала пояс астероидов. В настоящее время в нем недостаточно материала для формирования планеты. Общую массу всего пояса астрономы оценивают в 0,04% земной. Однако на ранних этапах истории Солнечной системы считается, что он был значительно тяжелее. Но есть и другая версия. На месте пояса астероидов действительно начала формироваться планета, а затем Юпитер оттянул всю свободную материю на себя. Протопланета же распалась на камни, которые остались в поясе астероидов, а Юпитер со временем превратился в гиганта, который может вместить 1300 земных сфер. Трудно представить, насколько сильно могут отразиться малейшие колебания его орбиты на нашей условной суперземле. Чтобы это выяснить, ученые Калифорнийского университета провели исследования на основе 1000 моделей с новой планетой. Они рассматривали варианты суперземель с разными массами, помещая их на том или ином расстоянии от Марса и Юпитера. Исследователи начали с суперземли вдвое больше нашей планеты, находящейся сначала в 2, а затем в 4 астрономических единицах от Солнца. Больше всех от подобных изменений в моделях пострадали внутренние планеты Меркурий, Венера, Марс и Земля. Во многих случаях некоторые или все 4 были выброшены из Солнечной системы. Представляете эту незавидную перспективу для нашего мира? Превратиться в вечного изгоя, темного, промерзшего насквозь и абсолютно безжизненного. У внешних планет все сложилось удачнее. Ни одна из симуляций не показала изгнания в космос Юпитера или Сатурна. Только у Урана оставался небольшой шанс сбиться с орбиты из-за хаоса среди его спутников. А вот в модели с планетой, подобной ТОИ 2095c, все выглядело иначе. Когда это небесное тело с массой более 7 земных поместили в поясе астероидов, орбиты Юпитера и Сатурна стали более яйцеобразными. В результате газовые гиганты выкинули в космос сначала новую планету, а потом Уран. Изменения сильно повлияли и на внутренние планеты. Например, Марс был выброшен из Солнечной системы через пару миллионов лет после Урана. Земля в некоторых моделях последовала за своим соседом, а в каких-то нет. Но в любом случае наша планета сильно отклонялась от своего нынешнего курса, что делало ее менее гостеприимной или даже совершенно непригодной для жизни. Астрономы говорят, что в Солнечной системе все работает как замысловатый часовой механизм. Уберите что-то из него или добавьте, и устройство сломается. Так что новая планета в нашем мире – не лучшая идея. По крайней мере, если по возвращению из космического путешествия мы хотим найти нашу Землю на том же самом месте, где и оставили. Если бы Юпитер стал Солнцем, то такая ситуация, как ни странно, не была бы полностью фантастической. Наш газовый гигант имел общие черты со звездой. Например, он в основном состоит из водорода и гелия, как Солнце или другие светила. А вот чего не хватает Юпитеру, так это массы. Когда-то очень давно планета захватила большую часть остатков материи после образования нашей звезды. Юпитер по массе в 2 раза превышает все остальные небесные тела Солнечной системы, вместе взятые.
Но этого мало, чтобы внутри газового гиганта вещество сжалось до критического уровня и произошел запуск термоядерной реакции. Если бы Юпитер рос дальше, то получил бы хороший шанс стать звездой. Скорее всего, он превратился бы в коричневого карлика. Такие объекты массивнее планет, но отстают от звезд. Масса подобного небесного тела обычно в 13-80 раз больше, чем у Юпитера. Коричневый карлик может поддерживать в своих недрах термоядерную реакцию, хотя намного более слабую, чем у полноценной звезды. В этом случае Юпитер-звезда оказал бы незначительное влияние на орбиты планет Солнечной системы. А что, если бы наш газовый гигант стал полноценной звездой? Например, красным карликом. Это звезды с массой от 7 до 50% солнечных, холоднее нашего светила, но горячее коричневых карликов. Наше Солнце имеет температуру 5500 градусов, а красные карлики разогреты максимум до 3,5 градусов Цельсия. Однако даже такая относительно прохладная, небольшая и тусклая звезда способна наделать в Солнечной системе настоящий переполох. Красный карлик на месте Юпитера может помешать внутренним планетам двигаться по своим орбитам. Они не сумеют найти баланс между гравитационными силами двух звезд и начнут перемещаться либо ближе к Солнцу, либо к красному карлику. Если бы Земля выбрала первый вариант, безумные температуры нашей главной звезды, вероятно, в мгновение ока стерли бы с ее лица все живое. Или нас прежде доконала бы усиливающаяся радиация, ведь вторая звезда значительно увеличит ее количество. Атмосфера не сумела бы защитить все формы жизни от излучения Солнца и красного карлика одновременно. Ну а если бы мы выбрали второй сценарий и поселились поближе к красному карлику, Юпитер, будучи тусклой и прохладной звездой, не смог бы нас согреть. Мы быстро замерзли бы, да и вся Земля превратилась бы в огромный снежок. Но есть еще одна вероятность. Внутренние планеты может выбросить из Солнечной системы. Красные карлики, как известно, очень активны. Юпитер в роли такой звезды окажется способен неожиданно вспыхнуть, выделив огромное количество корональной массы. Его внешние слои сорвет и разбросает по всей Солнечной системе. А планеты ударной волной собьет с обычных орбит, отправит далеко в космос или, скорее, разорвет на части. Через много миллионов лет после катастрофы гравитация, наверное, соберет разбросанные остатки и смастерит из них новые небесные тела. И тогда появится система с сияющими в небе Солнцем и Юпитером, только с другими планетами. На ней уже не будет Земли с ее уникальным многообразием живых существ. А мы, по возвращению из глубин Вселенной, при этом из этих вариантов опять же не найдем свой космический дом, к которому так стремились. Если бы Солнце взорвалось, тогда, понятно, наш мир бы не выжил. Но вы можете сказать, что это уж совершенно надуманная ситуация. Солнце светит нам каждый день без выходных и праздников уже в течение 4,6 миллиардов лет. Оно останется на небосводе, по мнению ученых, примерно столько же. В конце своего жизненного пути звезды обычно взрываются, превращаясь в сверхновые. Солнцу это не грозит. Для вспышки ему нужна масса, как минимум в 10 раз превышающая нынешнюю. Тем не менее, со временем оно изменится, через миллиарды лет превратившись из желтого карлика в красного гиганта. Если бы мы были свидетелями такого события, то увидели, как звезда поглощает Меркурий и Венеру, а Земля раскаляется до немыслимых температур. Только наблюдать за этим будет некому. Как только Солнце станет красным гигантом, оно приблизится к нашему миру и своим жаром уничтожит все живое. Впрочем, у будущих поколений есть время спастись, переселившись на планеты в других звездных системах. Тогда наши потомки смогут видеть, как в небе растет крошечное красное пятнышко – Солнце. Но вряд ли из глубин космоса они заметят гибель Земли. Хуже, если однажды в космосе все пойдет не так, и наша звезда по каким-то причинам взорвется прямо сейчас.
Ведь мы еще не добрались до планет в других галактиках. Правда, звезды, по теоретическим расчетам, светят примерно с постоянной температурой, потому просто так не взрываются. Однако реальные космические законы зачастую не хотят следовать постулатам физики. Как пример, недавно ученые обнаружили исчезновение галактик на окраине Вселенной. Возможно, их пожирают сверхмассивные черные дыры или высасывает необходимый галактикам газ темная материя. Нельзя исключать, что виноват распад ложного вакуума на истинный. Нам же в этой истории важно то, что сам процесс уничтожения галактик происходит вопреки современным представлениям о мироздании. Так и Солнце в один прекрасный момент все-таки способно взорваться, если внутри него резко повысится скорость ядерных реакций. Причин может быть несколько. Солнце теоретически способно проглотить некую экзотическую материю, которая станет катализатором процесса. А может, люди собственными руками когда-то подорвут свою звезду в результате некого неудачного эксперимента. Ученые уже не раз моделировали подобную ситуацию, чтобы узнать о последствиях солнечного взрыва. Результаты показали, что звезда не сдетонирует, как обычная бомба. У Солнца такая сильная гравитация, что удержит его от мгновенного расширения. Но от этого нам легче не станет. Температура солнечного ядра сильно повысится. В результате звезда начнет испускать в космос мощный поток ультрафиолетового и радиационного излучения, которые нанесут непоправимый вред здоровью людей. А усилившееся тепловое излучение быстро поднимет температуру минимум до 50 градусов Цельсия. При такой жаре невозможно будет выйти из дома, если только на планете останутся дома. Из-за таяния льдов возникнут ужасные ураганы, достигающие 300 км в час. Они разрушат все строения, вырвут с корнем деревья. Пока льды продолжат таять, ураганы не прекратятся, но температура будет держаться в пределах человеческой выживаемости. Исключением станут тропики, в которых термометры сразу зашкалят и все живые существа сгорят заживо. Тем временем на планете будет становиться все жарче. Моря и океаны испарятся. Землю окутают густые тучи, которые несколько снизят поток солнечного излучения. Но вот дышать в такой бане станет просто невозможно. Температура будет расти до тех пор, пока не уравновесится баланс между получаемой от Солнца энергией и ее расходом. Она достигнет 60 градусов Цельсия, а может и всех 80. Но в любом случае жара погубит абсолютное большинство обитателей Земли существ. Выживут разве что одноклеточные организмы, некоторые обитатели морских глубин, примитивные растения. Хотя все может оказаться в точности наоборот. Согласно одной из гипотез, от взрыва термоядерная реакция на Солнце остановится, отчего оно перестанет выделять тепло и свет. Если светило погаснет, Земля замерзнет всего за месяц. На какое-то время люди могут переселиться глубоко под землю. Вот только вряд ли в таких убежищах человечеству удастся полностью обеспечить себя продуктами питания и другими необходимыми вещами. Есть еще один сценарий апокалипсиса. Взорвавшись, Солнце не сумеет более удерживать планеты в системе силой своей гравитации. Они быстро разлетятся по галактике, как воздушные шары, которые сначала держали на веревке, а затем отпустили в небо. Земля тоже отправится в скитание по космосу, и если не столкнется с другой планетой-изгоем, то получит маленький шанс найти новый дом в какой-то звездной системе. Мы не сможем этого увидеть. Ни один живой организм не выдержит таких межзвездных скитаний, а космические путешественники, кто знает, возможно, они встретят Землю, сиротливо бродящую по космосу в поисках пристанища. Но вряд ли узнают в обугленном безжизненном небесном теле свою родную, некогда зеленую и плодородную планету. Если бы звезды у нас были две, вот тогда мир стал бы намного ярче и красочнее. Хотя его вряд ли можно было бы назвать редким или особенным. В масштабах Вселенной это обычная ситуация. Астрономы из Новой Зеландии обнаружили 97 планетных систем, содержащих 143 планеты вокруг двойных звезд.
Есть версия, что и у Солнца был двойник много миллиардов лет назад. В период формировалась в большом молекулярном облаке. Тогда наша звезда успела захватить больше материала и оказалась сильнее близнеца. Она разорвала более слабое светило своей гравитацией и поглотила куски. Если бы Солнце сохранило близнеца, то наша планета могла вращаться вокруг двух звезд по 3 разным схемам. Прежде всего, вокруг только одной из звезд по так называемой орбите S-типа, сходной со спутником. По второй схеме орбита планеты пролегла бы вокруг обоих светил по P-типу. Также некоторые из известных планет в двойных системах имеют орбиты S-типа. Они вращаются в основном вокруг ближней звезды, игнорируя ее компаньона. Но все эти варианты действуют, если двойные звезды имеют примерно одинаковую массу. Когда одна звезда намного превосходит другую, меньшая вращается вокруг большей. Тогда орбита планеты будет Т-типа, то есть вокруг основной звезды вместе с меньшим компаньоном впереди или позади него. Их иногда называют троянскими, так же как троянские астероиды, которые делят путь Юпитера при вращении вокруг Солнца. Во всех схемах для Земли в двойной системе возникнет множество вариантов существования. Все будет зависеть не только от типа орбиты, но и от расстояния до звезды, величины светимости звезд. Мы рассмотрим, что было бы с Землей в системе двух тусклых прохладных красных карликов, как у экзопланеты Кеплер-16b, созвездия Лебедя. Наш мир в этом случае явно не смотрелся бы раскаленной, выжженной дотла пустыней, как планета Татуин из «Звездных войн». На Кеплер-16b очень холодно. Там нет воды в жидком виде, и жизнь не может развиваться в такой системе. Более интересен для нас, вероятно, пример Кеплер-1647b, тоже из созвездия Лебедя в 3700 световых годах от Земли. Он вращается вокруг двух звезд, одна из которых чуть больше Солнца, а другая меньше. Планета находится далеко от звезд, и ее оборот по орбите длится безумно долго – 1107 дней. Однако оба ее светила горячее Солнца, со средней температурой около 6000 градусов Цельсия. Это позволяет Кеплер-1647b находиться в обитаемой зоне, области вокруг двух звезд, где на планете может быть подходящая температура для жидкой воды. Но Кеплер-1647b самый большой из всех известных Татуинов, то есть планет в двойной звездной системе. Это газовый гигант размером примерно с Юпитер, у него нет твердой поверхности, а значит, в том мире не может развиваться какая-либо форма жизни, по крайней мере в нашем привычном понимании. Хотя не исключено, что у экзопланеты есть каменистые спутники, и они гипотетически способны оказаться обитаемыми. Если каждая из двух звезд будет как Солнце, очевидно, что день в цикле будет длиннее в зависимости от того, насколько друг от друга расположены светила. Но самое главное, что светимость двух звезд вместе взятых вдвое превысит нынешнюю. Это будет означать, что намного больше солнечного света достигнет поверхности Земли, что вызовет резкое повышение температуры. Снег вскоре начнет таять, и по мере потепления поверхность будет удерживать больше тепла, чем выделять. В результате температура станет подниматься все выше и выше, океаны испарятся. Конечно, в таких условиях жизнь не сможет существовать на планете, поскольку самым важным ингредиентом для обитаемости является вода. А если немного уменьшить массу звезд, скажем, каждая из них будет составлять около 85% солнечной. В целом это 1,7 массы нашего светила. Поскольку общая гравитация звезд окажется сильнее, чем у Солнца, продолжительность года немного сократится и составит около 280 дней. В сутках будет больше теплых периодов, потому что будет восходить то одно, то другое светило. Это практически все изменения, которые прогнозируют ученые. Мы видим, что в них нет ничего такого, что сильно испортит нам жизнь. И, наконец, рассмотрим самый простой, но довольно распространенный в космосе сценарий, когда оба светила в системе
одинаковой массы. Предположим, что мы заменили Солнце двумя звездами, каждая из которых светит в половину нашего светила. В этом случае количество энергии, достигающей Земли, останется прежним, и жизнь в подобном мире окажется примерно аналогична нашей теперешней. Но будет ли Земля стабильна в своей новой конфигурации, вращаясь вокруг двух звезд вместо одной, пока расстояние до планеты как минимум в 4 раза превышает расстояние между двумя звездами, то да, тогда Земля, по расчетам астрономов, сможет мирно двигаться вокруг центра масс звезд, поддержит стабильность системы и расстояние менее 15 миллионов километров между Солнцами. Но если светила окажутся ближе друг к другу, допустим, на расстоянии 7 миллионов километров одно от другого, как у Кеплер-1647, пример этих довольно мирных звезд подсказывает, что ничего плохого с планетой при таком варианте не случится. Наоборот, небесные виды станут невероятно живописными. Представьте, какой завораживающей окажется картина двойных восходов светил. Когда Солнца начнут двигаться по небу, это будет не менее прекрасным. В какие-то моменты одна звезда затмит другую. Такие периоды окажутся очень холодными, однако достаточно короткими – около 6 часов. То есть подобные похолодания плавно впишутся в общий климат Земли. Еще интереснее будет с тенями. При максимальном расстоянии оба Солнца окажутся на небе всего на 2 градуса друг от друга, и тени станут двойными. В течение примерно половины дня они могут сливаться. Тогда люди увидят тени странной овальной формы из-за перекрывающихся дисков светил. Но самыми удивительными окажутся закаты, невероятно красивыми, каждую ночь немного разными. Другие ученые предполагают, что на Земле с двумя Солнцами день и ночь имели бы совершенно разное значение. При восходе обеих звезд дни станут намного ярче. Ночи тоже окажутся другими, потому что Солнца иногда будут садиться в разное время. И в зависимости от оси вращения нашей Земли, относительно этих двух Солнц, времена года могут меняться гораздо быстрее. Несмотря на живописное небо, жизнь с двумя Солнцами из-за смены климата, необычной сезонности, освещение днем и ночью наверняка окажется непривычной и менее комфортной. А может, условия вообще окажутся неподходящими для ее поддержания. И если кому-то уж очень хочется в мир с двумя звездами, то лучше включить сериал «Звездные войны» и полюбоваться планетой Татуин. А мы увидим невероятные двойные, тройные и даже семерные звездные системы, как Нью Скорпиона во время космических путешествий. Затем с радостью вернемся в свой привычный, неповторимый мир с одной звездой, тепла и света которой нам хватит с лихвой. Что продемонстрировали наши модели измененной Солнечной системы? Прежде всего то, насколько уникальный механизм представляет собой этот мир. Ученые долго считали, что он незыблем. Еще 200 лет назад астрономы решили, что в Солнечной системе все устроено природой на удивление основательно. Мы можем сколько угодно моделировать в нем глобальные перемены. На самом деле, вряд ли в звездной системе что-то кардинально изменится до конца жизни нашего светила. Однако в последнее время исследователи все больше сомневаются в этих выводах. Раньше в простейшей модели, которая учитывала только гравитационные силы Солнца, планеты вечно двигались по своим эллиптическим орбитам, как заведенный часовой механизм. Но если прибавить сюда гравитационное притяжение между самими планетами, все становится сложнее. Трудно точно рассчитать положение и скорость планет в течение длительного времени при микроскопических сдвигах. Могут ли подобные эффекты взаимного притяжения планет накопиться и сбить настройку всей системы? Астрономы Парижской обсерватории решили проверить стабильность Солнечной системы на миллиарды лет вперед с помощью 1000 симуляций. В большинстве из них стартовой точкой был Меркурий, орбита которого варьировалась в диапазоне чуть менее 1 метра. В подавляющем большинстве случаев после этого все шло как обычно. Планеты продолжали вращаться вокруг Солнца по своим орбитам в виде эллипса. Но примерно в 1% случаев форма пути Меркурия существенно изменилась.
Ее эллиптическая траектория постепенно смещалась, пока планета либо не падала на Солнце, либо не сталкивалась с Венерой. В некоторых моделях на пути к своей гибели Меркурий ухитрялся дестабилизировать и другие планеты. Например, Марс вылетал из Солнечной системы или врезался в Землю, а Венера и Земля перед смертью исполняли невероятный космический танец, несколько раз поменявшись местами. Затем планеты сталкивались и разлетались на куски. То есть теоретически существует небольшая, но реальная вероятность того, что дела пойдут наперекосяк. И это, как выяснили ученые, может случиться на самом деле, а не в моделях. Рассмотрим тот же Меркурий. Чтобы совершить путешествие вокруг Солнца по эллиптической траектории, ему требуется примерно 88 земных дней, и с каждым оборотом его орбита реально сдвигается в пространстве. Правда, всего примерно на 0,1 секунды с каждым оборотом Меркурия вокруг Солнца. Этот вид вращения известен как прецессия. Во многом он является результатом того, что Меркурий очень медленно и незаметно притягивают своей гравитацией Венера, Земля и даже Юпитер. Конечно, 0,1 секунды – это совсем небольшой угол, всего 1/10-миллионная от полной окружности. Но кто может гарантировать, что через миллион лет, сдвинувшись на градус, Меркурий не устроит в звездной системе хаос? Любое изменение начальных условий, даже на волосок, спустя длительный период времени, может изменить облик Солнечной системы. Велика вероятность, что после этого наш звездный дом перестанет быть тихим местом в спокойном рукаве Ориона, галактики Млечный Путь. И в нем исчезнут уникальные условия для поддерживания жизни на Земле. Для нас лучше, чтобы в реальности все оставалось как есть. Солнечная система нам нужна с потрясающими кольцами Сатурна, раскаленной как печь Венерой, ледяным Нептуном и даже надоедливыми порой астероидами. Тогда, вернувшись из самых далеких космических путешествий, мы встретим нашу знакомую Солнечную систему, а не какую-то из ее вариаций. И главное, в ней останется самая крутая планета во Вселенной – Земля. О чем еще, казалось бы, можно мечтать? Но помечтать, согласитесь, тоже очень интересно. Или хотя бы теоретически прикинуть, что может произойти с Солнечной системой при тех или иных крупных изменениях. Будем разбираться в этом и дальше, во время отдыха между путешествиями. А их у нас впереди еще очень много.